Представители знака зодиака Водолей. Здравствуйте, мои дорогие Водолеи. Второй прогноз. 2025 год. Чего ждать? Как изменится ваша жизнь? Каковы события будущего, по мнению карт? Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы все же получите. Когда мы смотрим общие прогнозы, каждый из нас думает о чем-то своем или анализирует какую-то свою ситуацию, а жизнь не бывает полностью предсказуема. И в 2025 году как раз на нашу жизнь и будут оказывать влияние события, которые приходят к нам извне, будь то это обстоятельства или решение каких-то очень важных для нас людей, как ключевых персон, где-то и по работе, ну, где-то и по личной жизни. И это откроет для нас новые перспективы, но все же поначалу мы можем растеряться, потому что прежние методы, как мы действовали раньше, наша какая-то стратегия, она уже не приносит должных результатов. Потребуется от нас как и внутренняя адаптация, так и построение новых диалоговых форм, потому что все решают люди, и где-то договариваться нам придется. Не совсем в том контексте, как только мы бы этого хотели, а когда мы умеем слышать друг друга. Итак, давайте узнаем две колоды, что нам расскажут карты Таро и карты Оракула. Оракул Ангелы Сердца. Первые вопросы мы зададим на Таро. Что завершится или от чего вы откажетесь сами? Или с чем это будет связано? Что нового войдет в вашу жизнь в 2025 году? Чем запомнится 2025 год для вас, мои дорогие Водолеи? Достанем карту Таро «Неожиданность». Что вас будет радовать, что вам будет помогать в течение 2025 года? Что вам может помешать? Как изменится ваша жизнь, в каком направлении или какие сферы жизни будут претерпевать изменения и события, которые изменят вас самих? И на колоде Оракула. Больше эта колода говорит о личной жизни, но есть в ней те карты, которые нас направляют, пусть их немного, но в сферу наших достижений. Поэтому давайте знаки судьбы все же мы достанем. Интересно, что для вас будет как знак судьбы или как совет? Что же завершится или от чего вы откажетесь сами? Определенно могу сказать, что вы можете отказаться от какого-то риска, потому что рыцарь жезлов, он всегда готов рисковать. Он идет вперед, он готов к неожиданностям, он любит этот драйв. Может быть, вам захочется более спокойной жизни или не захочется из нуля в рогожечку. Действия ради самих действий, активность ради активности. А так, чтобы был результат. Вот, наверное, от результата, тут по этой карте результата как раз пока нет. Здесь только быстрота, скорость, когда, ну, где-то желание. Вот, наверное, с позиции Марса, если мы говорим, то сама по себе жизненная активность, сила, быстрота нашей реакции или какое-то наше движение, когда нам хочется многое увидеть, многое успеть. И это, конечно, все прекрасно. Но в другом контексте это ж пока еще не говорит о том, что мы в чем-то участвуем, но получаем что-то хорошее. Это именно какое-то начало. Но, видимо, вот какие-то непродуманные, может быть, действия или непродуманное согласие на что-то в результате импульса. Значит, если есть какой-то инсайт или то, что вы хотите осуществить, вы будете более продуманы, вы будете более расчетливы, мои дорогие водолеи, потому что к минимуму хочется свести всяческие неопределенности или то, что было поставлено, может быть, даже где-то на паузу, а вы искусственно пытались это где-то... Искусственно, почему я так говорю? Потому что это было ваше желание, а с противоположной стороны, может быть, не было какого-то отклика. И вам казалось, что, ух ты, да нет, это все правильно, дай-ка я еще раз попробую, дай-ка, может быть, даже тот вопрос, который тянется из прошлого, вам казалось, если снова и снова брать какой-то реванш, что в конечном итоге вы получите этот результат. А тут вы приходите к выводу, да, да, ну его буду я
из пустого в порожнее одним и тем же заниматься, я вижу, что нет, мне нужно менять попросту направление. Вот, скорее всего, с чем-то подобным может быть связан завершение 2024 года и начало 2025. Что же нового войдет в вашу жизнь? Карта будущего. Ну вот, видимо, все те события, когда вы что-то пытались, пробовали, к чему-то шли, вы что-то тут кардинально пересмотрите. Для кого-то из вас не просто расширение кругозора или расширение горизонтов ваших возможностей, а когда вы напрямую засобираетесь куда-то переехать. И с учетом того, что рыцарь жезлов вам выпал первой все-таки картой, вы собирались куда-то осуществить поездку. Или вы, пусть вы собирались совершить далекий переезд даже, может быть, кто-то из семьей, или наоборот, воссоединение семьи, или воссоединение с вашим любимым человеком. Да, вы отправитесь, вы поедете, но концепция какая-то, она тоже будет меняться. Вам захочется больше надежности, вам захочется больше гарантий, вам не захочется рисковать опять же собой, а захочется понимать четко, в вашем отношении, насколько готовы откликнуться, или как я буду обустраиваться на новом месте. Само по себе место может измениться тоже. И здесь либо локально, либо что-то вообще кардинально может измениться. Вы именно смотрите в сторону своих возможностей или в сторону того, что вы хотите осуществить. Но нам человек, да, хоть он и показан нам со спины, и он уже смотрит вперед, но он стоит. Вот какая-то маленькая пауза, и это не то, что как долгий период ожидания. Нет, человек остановился для того, чтобы проанализировать, все ли он взял с собой. Поэтому дополняет эта карта все то, что я сказала по первой карте, что новое войдет в вашу жизнь, а уже сама по себе новая концепция вашей жизни. Вы, скорее всего, это чувствуете. Но пока еще что-то не определено точно. Но свести к минимуму риск вам точно захочется. Потому что какой-то прежний, опять же, период вас научил быть достаточно осторожным. Или, может быть, в начале 2025 года происходят какие-то обстоятельства, или приходят события, новости, информация какая-то, которая вас тоже заставляет где-то притормозить на короткий период времени. Может быть, согласовать буквально какие-то документы, чтобы вот эта неопределенность, она нивелировалась или сведена была к нулю, чтобы больше было как и надежной организации, так и где-то вы себя чувствовали в более уверенном положении. Вот такой момент. Но вы, что нового? Все новое входит в вашу жизнь. По тройке жезлов это карта будущего. Вы, по сути, уже стоите на пороге будущего. Чем запомнится вам 2025 год. А нам и наперед, кстати говоря, ты не торопись. Тут действительно никакого риска. Но по умеренности все же, когда создавался этот аркан, самый первый, он был связан с тем, что в нашу жизнь могут прийти неслучайные случайности. Это как внутренний инсайт. Мы говорим, меня осенило, да, или мысль какая-то пришла, и мы ее не должны прогнать. Нет, это может прийти как новость, которая вас опять же заставляет словно переориентироваться на что-то другое или сделать что-то в другом контексте. По этой карте почему умеренность? Потому что определенное спокойствие или неторопливость как раз и помогают увидеть, рассмотреть что-то альтернативное. Альтернативно и рационально. Это по вашей части. Здесь, значит, вам, если мы спросили важное событие, вы что-то будете делать не так, как делали до сего момента. Или вы будете в 2025 году заниматься чем-то совершенно другим. И это не значит, что, вот знаете, как в одночасье или в какой-то очень короткий промежуток времени все буквально переменится. И произойдет это само по себе. Нет, вам придется предпринимать какие-то шаги, но это будет все равно что-то совершенно иное или различное с тем, что вы предполагали раньше. И все это, опять же, в каком-то спокойном режиме. Более того, вам придется, чем запомнится 2025 год, терпение придется проявить, мои дорогие. Добрые дела наспех не делаются, но всегда по аркану умеренности идет что-то стабильно надежное.
в чем мы можем не сомневаться. И все три карты, все то, что я сказала, они как одна другую дополняют смысл сказанного мною. Неожиданности, с чем вы можете столкнуться. Судьба, мои дорогие. Карта Верховный Жрец или Иерофант, но и сама по себе карта – это стабильность, надежность, это правильный анализ информации, которую мы получаем, это где-то обдуманность того, что мы говорим, транслируем тоже, потому что Иерофант – это учитель. И мы можем выступать, как и в роли учителя, вы, мои дорогие водолеи, к вам могут обращаться, и буквально в неожиданностях вы можете построить карьеру, или если вы принадлежите к преподавательскому составу, какие-то ваши идеи, может быть, и философские мысли, кто-то будет писать научный труд, или что-то вы будете создавать такое, но это как ваша миссия, зачем вы пришли на планету Земля. Вот так вот даже. На высокое я могу смело брать. Но кто-то может быть, как в роли ученика, когда вы учитесь. Кто-то будет учиться. Может быть, вы на тот момент, когда вы смотрите видео, вы не предполагаете, я не собираюсь учиться. Кто-то скажет, у меня уже возраст не тот учиться. А у вас могут так сложиться жизненные обстоятельства, что, к примеру, вам придется сесть за парту. Кто-то будет учить язык, а для кого-то понадобятся права водительские. Вот банально даже, да, и вам придется как-то преодолеть эту ступень тоже. Учиться новому придется, и кого-то обучать одновременно тоже. Но для кого-то это будет как неожиданность, оформление отношений, оформление важных бумаг, подписание каких-то, ну, может быть, и контрактов, соглашений. Вот опять же, то, что вам по судьбе. Может быть, вот эта пауза или остановка очень недолгая для вас совершенно необходима, чтобы подготовить какой-то пакет документов или позволить пространству для вас, словно определить какой-то фарватер или сложиться для вас наиболее удобно какой-то ситуации, такое тоже могу предположить, словно расчистить для вас дорогу. Вот для кого-то это проиграется также, а кто-то будет венчаться, мои дорогие, бракосочетаться. Хотя, конечно, мы все разные. У кого-то, я допускаю, будет и развод. В конечном итоге это и касается э, тех отношений, если мы говорим про развод. Вы уже знаете, рисковать собой не хочется. Это значит, будет та история, которая уже окончательно, может быть, и прежде закончилась. Но вы еще делали какие-то попытки, и, значит, в 2025 году вы можете встретить человека по судьбе. Вот у кого-то даже так может быть. И после этой важной встречи вы будете завершать тот союз, который и не союз может быть вовсе, а который вас словно тянет назад. И такое может быть. Тут какая-то метаморфоза, именно то, что мы говорим, судьбоносные перемены. Вот по-другому и не скажешь. Хоть и пафосно эта фраза звучит, но что-то подобное нам рассказывают карты. Что вам помогает? Скорость, тем не менее. Значит, будет где-то момент, когда вам придется очень быстро принять решение и от чего-то не отказаться. И при этом, мои дорогие, просчитать какие-то риски. Риска быть не должно. Помните, наше сознание, великий шаблон, принимает решение в течение 15 секунд. Физиология. Банально. А думать мы можем 15 недель, а то и больше. Но, видимо, уделить, может быть, 15 минут какой-то теме, чтобы в моменте здесь и сейчас принять какое-то решение. Иначе, если вы скажете себе, я отложу это на потом, завтра я подумаю, а завтра возможности не будет. Вот и такие метаморфозы в вашей жизни будут. Где-то жизнь будет вас вынуждать собой, с одной стороны, не рисковать, но где-то будет ставить еще, как обстоятельства и события будут вас ставить в какие-то рамки по времени. Но в целом это совершенно необходимо, потому что по этой карте мы все равно набираем темп. И есть еще такое значение по восьмерке жезлов – трансформация, потому что быстро что-то происходит. Может быть, принимать быстрые решения, но продуманные задачи для вас, мои дорогие водолеи, на весь 2025 год, потому что это вам где-то помогает. Что же может препятствовать? По сути, ваша карта. Король мечей. Ну, может препятствовать, знаете, какой-то очень холодный такой рационализм, когда мы доверяем только тому, что осязаем. А нам ведь сказали, да, надежность это, конечно, хорошо, но есть то, что из области иррационального, как
не случайные случайности. Их не переложишь на какую-то рациональную основу. И тем не менее, еще одна карта сказала, ты должен этим воспользоваться, Водолей. Может помешать у кого-то напрямую, ну, если есть какие-то конфликты, к примеру, с законом или незакрытые темы. У кого-то, может быть, кредиты, мои дорогие, а вы собираетесь уезжать далеко. Значит, придется что-то согласовывать, приводить, опять же, в баланс, в четкий, чтобы вот как по верховному жрецу не было каких-то коллизий или какой-то двойственной ситуации, чтобы потом, в последующем, вам ничто не напомнило о прошлом или не тянула вас назад какая-то ситуация, к примеру, с подписанным документом, или когда, может быть, вы не выяснили вопросы по здоровью или оставили что-то на потом. По этой карте или по этому аркану проходят у нас и юристы, и адвокаты, и врачи. И поэтому в любой области у вас здесь что-то должно быть, знаете, вот там, где можно сделать рационально, оно должно быть сведено словно к полному балансу. Не должно быть каких-то двойственных решений, потому что есть такой момент, пусть и не напрямую, но какая-то картина или связь между прошлым и будущим может выстраиваться в позицию причины и следствия. Поэтому помните, проанализируйте вашу жизнь, каковы были причины каких-то ситуаций и чем это может откликнуться. Ну вот, если мы говорим, есть фраза «как аукнется, так и откликнется». Да, вы сами будете что-то здесь хотеть осуществить, безусловно. С другой стороны, что может помешать? Для кого-то ваш статус может помешать, вас ориентируя на что-то другое. Как будто душа будет просить полет, мои дорогие, или вот карта будущего. А жалко терять того, что вы уже достигли. Мы говорим, это ваша карта. Отчасти вы можете сами себе помешать. И пусть у нас король, а меня смотрят девочки. Мы не рассматриваем по полу карту, но это карта такого, знаете, хорошего эксперта, профессионала с большой буквы. У кого-то из вас может сложиться ситуация, что открываются возможности, допустим, вот, к примеру, даже поездка или переезд, или какой-то новой работы, а вы боитесь где-то, или вам, ну, не совсем кажется надежным как раз смена профессии, смена работы, смена места жительства, потому что здесь уже все более определено. И это тоже где-то может помешать. Да, рисковать не нужно, но и упустить какую-то возможность тоже нельзя. Поэтому будьте рациональны, но в то же время и иррациональны. Соедините возвышенное и земное. Событие, которое меняет вашу жизнь. Кому-то напрямую надоест одиночество. И вы будете готовы к тому, что я в этом, допустим, в этой местности не чувствую себя счастливым или счастливой. И кто-то именно из-за этого, так иногда бывает, редко, но бывает, вы решаетесь переехать в какую-то другую страну или, может быть, другой город, в другую местность, а для кого-то более глобально. Или есть какая-то ваша задумка, цель, ваш план, научный труд. Или среди вас достаточно творческих людей, кто пишет стихи, кто пишет книги, или картины пишет. И здесь вы захотите тоже свой проект, который вынашивали долгое время ментально, вы хотите воссоздать. И пусть даже если никто пока не видит конечного результата, или пусть даже кто-то пока не верит, что я могу это осуществить, а вы можете на это решиться. Вы можете как раз и решиться на то, что видно вам, мои дорогие водолеи, а для других словно за гранью. Но будьте аккуратны. Опять же, риск должен быть сведен к минимуму, потому что, да, с одной стороны, отшельник. Лично я люблю эту карту за то, что никто не мешает. Он идет сам по себе. Отшельник всегда на своей волне. И тот путь, это как нехоженая тропа, который осуществляет отшельник, туда никто не ходит и никогда не пойдет. Поэтому помех как будто нет, но тем не менее. Всегда сопровождает отшельника фонарь. И по преданию это прообраз нашей интуиции. Слушайте свою интуицию. Она вам будет давать правильные подсказки. И на карте включился фонарь,
И отшельник видит на дороге змею. Поэтому хотя бы из чувства самосохранения вам придется наблюдать за теми событиями, которые происходят извне, своего рода динамику точнее, отслеживать то, что говорят люди, то, что вообще происходит, как-то это все анализировать, складывать в один узор и понимать, как это может помочь или помешать вам. И опять же, в этом подсказке самое лучшее нам дает интуиция. Помним, что интуиция – это интеллект, это по вашей части, и какой-то пережитый опыт. Но не тот опыт уже, который нам был через эмоции тяжело вспоминать. Нет, это тот опыт, который мы оставили просто как холодную ситуацию, чтобы в нее больше не попасть. Вот поэтому интеллект и прежняя ситуация вам даст подсказки к правильному выходу или выводу какому-то, или обрести какую-то решимость, решиться на что-то. Это то событие, которое меняет вашу жизнь. А вверху карта умеренности, мы говорим, не случайные случайности. Что-то вы сделаете такое, мои дорогие водолеи. Может быть, вы не то, что окружающие от вас не ожидали, а вы сами где-то от себя не ожидаете еще пока, на начало 2025 или, наконец, 2024, когда вы смотрите это видео. Но это для вас откроет совершенно новые перспективы. И это вам по судьбе. Это как ваша миссия. Событие, которое изменит вас самих. Что тут скажешь? Весь мир у ваших ног. Это карта возможностей. Это карта гармонии, баланса, это карта итога. Вы сумеете создать какой-то проект. Вы сумеете, если вы хотите, совершить переезд. Если кто-то хочет выучить сразу несколько языков, вы по этой карте тоже сумеете. Вы сумеете преодолеть какой-то жизненный экзамен. Вы, опять же, старший аркан. Тут само провидение и высшие силы пытаются вам помочь, чтобы вы реализовали какой-то удивительный проект. Для кого-то из вас событие, которое изменит вас самих, это то, когда признание к вам приходит, ваша популярность, мои дорогие, приходит. Для кого-то из вас работа посредством интернет или посредством новых цифровых каких-то технологий. Все же по аркану мир, пространство, интернет, вселенная, все то, что связано с коммуникациями, вам приносит тоже не просто опыт, а где-то, может быть, вверху у нас верховный жрец, как по судьбе какие-то важные события, одновременно, возможно, и деньги, иерофант нищий не бывает, поэтому помним и это. И для вас вообще открывает еще дальше какие-то более широкие перспективы и более широкий горизонт. Мне нечего добавить. Тут, правда, концепция жизни меняется. И если начинается с рыцаря жезлов где-то начало 2025 год, первые шаги, когда я не хочу собой рисковать, я хочу быть более продуманным. Хотя я уже смотрю вперед, вы, мои дорогие водолеи. И вот итог какой-то прекрасный вы можете за 2025 год подвести, когда вы полностью останетесь довольны. Причем не просто довольны, а знаете, наверху карты Иерофанта – это когда у нас все надежно. Это когда у нас все на своих местах. Когда больше определенности в нашей жизни и в то же время новые перспективы. Что может быть лучше? Давайте откроем карту оракула, ангелы сердца. Для кого-то из вас напрямую обручение, изменения в личной жизни. Карта обручения, так она и называется в этой колоде оракула. Но и в карте прописано, что ваша личная жизнь выходит на новый уровень обязательств. И, пожалуй, это все то, что я говорила весь наш расклад. Эти самые обязательства, они у кого-то могут проходить через личную жизнь, когда вы для себя меняете и статус, и также это может быть связано с вашим творчеством, с вашим ремеслом, с вашим трудом, с вашими амбициями, честолюбивыми планами. А для кого-то из вас и личная жизнь может измениться, и ваш статус в плане работы или ваших достижений. Тут, да, обязательства, мы с этого где-то начали, не хочется рисковать. Или, может быть, вы на начало 2025 года анализируете. Вот я готов, к примеру, или готова брать за кого-то обязательства. А готов ли человек брать за меня обязательства? И вот, наверное, эта концепция, она может быть для вас основополагающей в течение всего 2025 года. И она тогда вам будет помогать обрести надежных друзей, обрести надежных партнеров или просто в личной жизни, мои дорогие, быть счастливым или счастливой.
Перекладываете на себя, но личная жизнь на последнем месте никак не может быть. Кто-то из вас встретит свою вторую половинку очень далеко. И это я тоже не исключаю. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.